Всем привет, друзья! Разработчики нас обратно радуют плюшками и в преддверии Нового года запускают нам X2 Drop шмота. Причем этот X2 Drop шмота будет необычный. Он будет идти 4 дня первая стадия, потом, скорее всего, 4 дня вторая стадия и всего лишь 2 дня третья стадия. И во все эти стадии можно будет получать определенный шмот. Так как у нас запускается первый этот ивент, и он по большей степени предназначен для того, чтобы мы получили оружие, ребят, вы видите, что шанс выпадения всего оружия в обычном и героическом режиме составляет x2. Так что это очень круто, и есть большая возможность у вас добрать то оружие, которое вы не добрали. Особенно, знаете, вот я играю довольно-таки много, и уже в игре провел больше 2 лет, я все равно не смог еще собрать на мифическое состояние демонический меч Град. Это одно из самых топовых оружий, которое хотелось бы собрать, потому что я с ним постоянно летаю в такие мероприятия, как древний лабиринт или близкая опасность, или вот взять же тот же бесконечное приключение. И еще, ребят, вы видите, что вот эти вот ячейки, да, которые вы получаете за трату энергии, например, вы тратите 20, 40, 60 и так далее, вы обязательно нажимаете на 20 и 40 одновременно. У вас есть большая возможность того, что вы получите, например, какую-то одну награду и вторую награду, но одна из них сохранится у вас. Таким образом, вы сможете получить больше. Я понимаю, что тут серые шмотки, но тем не менее серое оружие. Но тем не менее серое можно получить больше. То же самое зеленое можно получить больше. И последнее, что вы можете получить, это синяя шмотка. После этого ивента, ребят, у нас запустится новый ивент, такой же самый, X2 Drop шмота, но он уже будет предназначен для брони. Так что тоже обязательно используйте. И после у нас будет 2 дня на дроп книг, тоже с X2 Drop шмотом. Давайте теперь поговорим о том, где же все-таки лучше всего фармить шмотки. Ну, смотрите, я сейчас перешел уже в 24 главу обычного режима, и самое, что не есть интересное, с этой главы падает по 4 шмотки. Соответственно, вы 3 раза проходите, 12 шмоток вы можете вынести. Если в то же время, когда вы проходите, например, 16, вы можете вынести всего 9. Так что, если вы уже доросли до такого хорошего состояния, да, и можете проходить 24 главу, обязательно играйте в нее. Но я уверен, что среди нас есть такие игроки, которые совсем недавно начали играть или много времени не проводят в игре. Таким образом, ребят, обязательно играйте в 16 главу, например, в 10 главу, в 6 главу и даже в 3 главу. Там дроп шмота лучше всего, там просто есть волны. Ну и давайте теперь промежуточно покажу, сколько всего у меня получилось уже сделать в новогоднем ивенте. Смотрите, я уже потратил 345 очков активности. Думаю, что 1500 очков активности я точно получу, ну и заберу. И смотрите, по трате кристаллов у меня сейчас 1400. Хотелось бы больше, я думаю, что все-таки я потрачу 15 тысяч, чтобы получить 5 уровень камня, ну плюс 3 билетика. Я запишу вам отдельный ролик, как я это все буду забирать, тоже буду стараться делать двойным кликом. Ну и давайте посмотрим на рулетку от Хеликса, и вы сейчас увидите, сколько у меня есть елок. На данный момент у меня 41 елка, я еще ни разу не крутил. Я думаю, что тоже все 8 дней 9 пособираю, а потом буду крутить. Также, ребят, если вы еще не знаете, то следующая рулетка после этой будет на билеты. Там будут золотые билеты и фиолетовые билеты. И третья, ребят, рулетка будет уже на самоцветы. Там будет, если я не ошибаюсь, 4 уровень самоцветов и 5. Так что тоже обязательно собирайте. Можете крутить сразу, можете сделать так, как я. Сначала собрать все, потом прокрутить. Все равно те же награды я и заберу, которые и вы. И, ребят, по поводу дополнительной попытки, я думаю, что все-таки стоит ее покупать, потому что дальше награды будут лучше в рулетке, соответственно, вы будете получать побольше елок. Ну и чтобы показать вам еще немножко интересности, я хочу забрать с рун все вот эти вот бонусы, которые даются. На данный момент у меня сейчас 22 708. Хотя нет, давайте оденем
кольца льва и посмотрим, сколько атаки на данный момент у меня присутствует на аккаунте. Итак, смотрим. 23 968 атаки. Ну, довольно-таки неплохо. Очень плохо, конечно, что я еще не прокачал браслет быстрой стрельбы. У меня еще книга немифического состояния. А также, ребят, у меня еще и медальон немифического состояния. Я думаю, что я в скором времени это соберу, и атака будет еще больше. Ну, давайте переходить в таланты и забирать все плюшки, которые я только могу там забрать. Стоп, я вам еще не сказал, сколько у меня на аккаунте хп. 72 400 и практически 24 тысячи атаки. Давайте сейчас будем забирать, ребят. Я думаю, что смогу преодолеть даже цифру в 25 тысяч. Это будет, конечно, очень и очень сильно. Я никогда не мог подумать, что такие цифры можно преодолеть без доната, без ничего. Но это действительно очень круто. Так, забираем руну мощи, все плюшки. Вот видите, в спасателе у меня еще очень много чего надо забрать. Это я тоже все буду делать. Также в восстановлении тоже всего лишь 200 хп мы забираем. Мужество руна у меня прокачано по максимуму, друзья. И я сделал уже более 1000 прокрутов рун. Соответственно, давайте забирать все плюшки, которые нам дают, и действительно это очень и очень много. То есть получается больше даже 12, да, на 30, это уже 360. И смотрите, сколько всего нового добавили и для Лины, и для Райана, и для Офелии, и для Тени. Я думаю, что еще и для Айрис тоже добавят. Ну и последняя руна, с которой мы заберем плюшки, это руна удачи. Тут довольно-таки тоже много у меня прокачано, и я думаю, что на 1002-3 хп тоже можно будет поднять. Так, я пока еще, ребят, не кручу ничего. Таланты тоже не прокачиваю еще. Хочу собрать, ну, возьмем, припустим, например, 60-80 тысяч золота и потом прокрутить руны, показать вам, насколько тоже вырастает сразу атака и хп. Также я уверен, что у меня увеличится и защита. Ну что ж, тот момент истины. И, ребят, смотрите, 24 972 атаки. Вау. И практически 74 тысячи хп. Давайте, наверное, прокачаем один раз бумеранг. Он даст нам 27 плюс бонусы. Я думаю, что точно будет 25 тысяч атаки. Да, ребят, 25 тысяч 17 атаки на аккаунте. Вау. Это действительно очень и очень космическая цифра. Я могу только представить, если, например, браслет быстрой стрельбы я тоже переведу в мифическое состояние. Также, например, тот же Мечград переведу в мифическое состояние и прокачаю его. Я думаю, что там атака вообще улетит в космос, и можно будет приблизиться к цифре в 28 тысяч атаки. Если еще и бонусы пособирать везде. Вау, ребят, это просто космос. Я вот действительно никогда не думал, что можно достичь таких результатов в игре без доната. Еще раз напоминаю, еще ни разу не донатил, но все чаще и чаще хочу что-то приобрести. Не знаю, буду ли это делать, но пока этого не делаю. Итак, ребят, вот таким получился ролик. Я думаю, что он довольно-таки интересный для вас был, познавательный. Также участвуйте в топовый ивент, собирайте побольше шмоток, переводите шмотки в мифическое состояние. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, комментировать. А вам всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.